У меня проводов нету. Повезло, повезло. Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Меня зовут Федор. Сегодня я буду за кадром. В целом это небольшой отрезок того, куда дальше я двигался после последнего видео. Приехал я в город Оселе, где грузил старую отработанную бытовую технику. Я выехал с территории компании, ну и решил расправить крылья впервые после того, как я забрал дрон из сервиса. Немного припорошило снегом. Стоянка была утром уже пустая полностью. Мы какое-то время раньше стояли на этой стоянке в выходные, но из-за отсутствия условий там, кроме туалета и горячей воды, там ничего нету, мы начали стоять в городе Хотинг, который я не раз уже показывал. Кружки в Норвегии на Circle K, по-нашему циркуль, большие. Сейчас цену я вам скажу, но сейчас у нас середина ноября и самое время их покупать, потому что 1,5 месяца у вас выходит бесплатно. Не упускайте шансы, покупайте сейчас. Это не реклама, а чистый совет дружеский. Все на своих местах. Значит, купил я кружку, отдал 599 крон. Соответственно, маленькая стоит 399 крон. И все, теперь у меня 13,5 месяцев. Я буду пить бесплатно кофе по всей Норвегии на станциях Циркуль. Вот наклеили мне наклеечку. 25 год, премиум. Это большая кружка. В маленькой кружке, честно, я не вижу никакого смысла. Зачем ее вообще покупать? Ну и там висело по акции картинки красивая кебаба. Я решил взять еще и кебаба за 69 крон. Думаю, гулять да гулять. Красавчик, конечно, мурзатый. Я на сервисе, а что я здесь делаю? А здесь я делаю прицеп. Уже время к закрытию, я не уверен, что сегодня успею сделать. Хана у меня энергочетному. Пошел воздух оттуда, и мне должны его поменять или скажут уже завтра. Затем я отправился на выгрузку. И, конечно же, после выгрузки цель была одна. Это Элгигант. На данный момент построился второй склад, который находится по другую сторону дороги. Это в городе Юнчопинг. И Элгигант в целом могут все всегда видеть, когда проезжают через Юнчопинг. Он не остается незамеченным. И так как сейчас создали новый склад, нас отправили грузиться на новый склад. Мы приехали все еще с обеда. Ну, так как быстро уже темнеет, быстро и стемнело, я также решил полетать, посмотреть темные окрестности. Мы стояли 3 машинами, грузились. Я, Арсений и Александр. Александр должен был загрузить только прицеп и уже отправляться домой. Ну, а мы с Арсением затем уже вместе должны были отправиться в сторону выгрузок. Ну и загрузки у нас были на следующий день, поэтому мы спокойно стояли и общались. И наше общение, и тишину, и спокойствие прервал резко заехавший на территорию компании Андрей Толмачев с 34-метровым прицепом. Мы уже с Арсением вышли, нам же было интересно, что он будет делать с этим прицепом. Ну и Андрей ему нужно было припарковать его заднюю часть. Андрей не брался специально по ровной, не вытягивал. Он хотел потренироваться, чтобы, так сказать, поднабить руку. Единственный был момент, у него было ограниченное время, так как у него заканчивалось его время вождения и общее вместе с этим. И Андрей брал немножко под углом. Очень было бы просто выровняться по прямой, места хватало между рампами и парковкой. Специально это и делалось для длинных тягачей. Территория нового склада огромная просто, широчезная.
И поэтому Андрей хотел усложнить себе немножко задачу и брался всегда под углом, чтобы понять, в какую сторону крутить руль при загоне двойной сцепки на парковочное место или когда коснется загонять под рампу. И вот можете обратить внимание, что залом у нас идет в 3 местах. Первое место — это где тягач зацепляется с первым полуприцепом. Второе место, где, как правильно назвать, тележка зацепляется к первому полуприцепу. И третье место, собственно, сама тележка, когда прицеплена к второму полуприцепу. Из-за этого сложность вырастает. И, как Андрей сказал, парковка Линка — это полная вообще пыль и цветочки. Сложнее парковать, конечно же, вот такую вот змейку, да. Но при этом эта змейка 34-метровая с 2 полноценными полуприцепами едет по кольцам, по поворотам гораздо лучше, чем Линк. Линк режет углы, а этот едет ровень в ровень, четенько за своим первым полуприцепом, без всяких проблем. То есть по езде по прямой, по поворотам, по кольцам с 2 полуприцепами ехать проще, чем с Линком. Но парковка здесь уже нужно набивать руку. Андрей только начал ездить с этой сцепкой, поэтому очень скоро он нам покажет мастер-класс под 90 градусов. И мы посмотрим, как это все будет выглядеть. Также, может быть, и я попробую это сделать. Просто хотя бы поуправлять, немножко задом проехать и понять, как это все происходит. Да, когда-то в детстве я в Евротрак симуляторе играл и взял 2 полуприцепа, попробовал их также припарковать под рампу. У меня ничего не получилось, я плюнул. И больше я такие прицепы никогда в жизни не брал. Но это было в игре. И здесь мы как бы стояли, общались, советовались, как, куда, зачем, почем. Мы поняли одно, что если ваша тележка, которая между полуприцепами, хоть немножко уже сдвигается влево или вправо, поворачивая, то есть если вы немножко подломали, то выпрямить ее практически уже нереально. То есть нужно каждый раз вытягиваться. Но как-то схема должна работать. То есть я вам по-простому сказал, да, по-сложному нужно тренироваться и понимать, куда на максимум вы можете выкручивать руль, как вы можете ломаться так, чтобы вся эта змея двигалась в нужном вам направлении. Попыток было у нас множественное количество, пока у Андрея, собственно, не закончилось время вождения. И затем, уже плюнув на все, Андрей дал круг почета по территории и припарковал всю сцепку под мостом. Отцепил полуприцеп, который был сзади, естественно, и свой первый полуприцеп он уже поставил под рампу.
итог какой? Что нужно потренироваться, понять территория, место, широкое, хорошее место, плюс время, чтобы позволяло, чтобы набивать руку на этом деле. Ничего простого в этом нету и элементарного, нужно просто пробовать раз за разом. Все всегда так учатся, даже с обычным полуприцепом, некоторым это дается очень тяжело. Поэтому, друзья, в этом видео вы увидели тренировку парковки 34-метровой сцепки, то есть 2 полноценных полуприцепа с сидельным тягачом. Увидимся на канале. До новых встреч. Пока-пока.